В прямом эфире «Большой космос» о самых главных новостях отечественной космонавтики и актуальных событиях отрасли, участниками которых стали наши корреспонденты. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин дал эксклюзивное интервью программе «Хроника русского космоса. Линия генерального». Глава Роскосмоса рассказал о перспективах отправки на Марс автоматической станции. Особый акцент Дмитрий Рогозин сделал на новом приобретении госкорпорации в состав холдинга «Российские космические системы». Фрагмент программы «Линия генерального», посвященный интеграции Ярославского радиозавода, смотрите прямо сейчас в «Большом космосе». Период кризиса – это период трансформации таких волевых решений и приобретений. И, собственно говоря, вот теперь Ярославский радиозавод – это большое событие, теперь это наше предприятие. Значит, российские космические системы РКС, АО РКС, это сейчас не просто отдельное предприятие, это тоже целый холдинг уже у нас, да? Это интегрированная структура космического приборостроения. И они, вот, в частности, Андрей Евгеньевич Тюлин, который руководитель этого РКС, дай завод, нужен завод, вот, надо обязательно развивать серийное производство. Как знали о том, что санкции будут ужесточаться, и ничего мы не получим, даже то, что уже оплачено и заказано из-за рубежа. И вот как раз, когда уже все началось, и уже санкции были обрушены, я собрал наших экономистов, финансистов, и мы, значит, приняли волевое решение, несмотря на санкции, когда сейчас все пугаются, деньги прячут там, значит, мы решили, тем не менее, пойти, раскошелиться и купить этот завод. И я считаю, это очень правильное приобретение. Это замечательное предприятие. Я помню, когда АФК-система, это частная крупная, так сказать, корпорация, которая развивала этот актив, они сделали чистые цеха внутри, для производства модулей под космические приборы. И там есть большой такой корпус, тоже чистый, то есть очищенный от всяких там, значит, полевых загрязнений, где можно разместить оборудование для серийного производства как раз космических приборов, там всякие бортовые машины и прочее, прочее. И уже там сейчас работают наши инспекторы, техники, технологи, которые определяют всю цепочку логики, так сказать, некой технической, единой технической политики в интересах всей отрасли, как нам сформировать там серийное производство в ближайшие полгода. В новой программе «Линия генерального» Дмитрий Рогозин также рассказал интересные подробности проведения госкомиссии на Байконуре перед отправкой первого в истории МКС полностью российского профессионального экипажа во главе с Олегом Артемьевым, который также является депутатом Московской городской думы. С орбиты он принял участие в заседании столичного парламента по видеосвязи. Специальный корреспондент «Большого космоса» Влад Миронов изучил опережающую повестку дня современного законотворчества, когда направления технологий умного города на Земле формируются и задаются в космосе. Герой России, космонавт Роскосмоса и депутат Московской городской думы Олег Артемьев стал первым в мире парламентарием, работающим в космосе. Могу продемонстрировать. Вот. В среду он принял участие в заседании столичного парламента с борта Международной космической станции. Артемьев представил в парламенте законопроект, который вносит изменения в закон о наградах и почетных званиях города Москвы. Таким образом, поддержав инициативу мэра Сергея Собянина об учреждении в столице нового звания – почетный работник информационных технологий и связи города Москвы. Коллеги-депутаты его поддержали. Информационные технологии играют ключевую роль в развитии города Москвы. Они не только меняют реальность политики и законотворчества, но и определяют глобальные достижения города во всех отраслях экономики, в том числе и в сферах промышленности, транспорта, здравоохранения, образования. Особую важность информационные технологии приобретает в сегодняшних реалиях, когда ряд недобросовестных иностранных партнеров пытаются задушить нашу экономику санкциями и отгородиться от нас новым железным занавесом. Олег Артемьев отдельно отметил тот факт, что именно благодаря новейшим решениям, которые находят и внедряют российские работники IT-сферы, удалось организовать и эту трансляцию из космоса. В свободное от космических задач время Артемьев будет работать с обращениями граждан, которые будут присылать помощники на его электронную почту. Напомню о том, что на орбиту экипаж Артемьева прибыл 18 марта. Эта экспедиция рассчитана на полгода. На Землю космонавты вернутся в конце сентября.
К возвращению на Землю 30 марта готовится экипаж посадки космического корабля «Союз МС-19» под командованием Антона Шкаплерова. В ходе экспедиции МКС-66 бортинженер Петр Дубров установил новый рекорд продолжительности пребывания на Международной космической станции. На этой неделе он передал дела по российскому сегменту космонавтам Роскосмоса, бауманцам Денису Матвееву и Сергею Красакову. На Международной космической станции сейчас работает экипаж из 10 человек, ровно половина из которых — космонавты Роскосмоса. Командир МКС Антон Шкаплеров перед отправкой на Землю передаст ключи от станции американцу Томасу Маршберну. Космонавт Роскосмоса вошел в 7 российских космонавтов, которые провели на МКС больше 700 суток. На этой неделе Антон Шкаплеров вместе с Петром Дубровым отработали навыки перехода в космический корабль, сушку скафандров и перчаток, другие свои функциональные обязанности. Борт-инженер корабля «Союз МС-19» впервые сфотографирует российский сегмент МКС в завершенной конфигурации при возвращении на Землю 30 марта. Смотрите прямую трансляцию Роскосмос ТВ. А в студии «Большого космоса» главный редактор экспертного медиа про космос Александр Баулин. Привет, Сереж. Привет, Саша. Здрасте. Слушай, вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым на Землю возвращается американский астронавт Марк Ван де Хай. Но вот американские СМИ, кажется, запустили утку и рассказывают, что русские не собираются возвращать Ван де Хая на Землю. Вообще, откуда эти слухи? Слушай, я бы пошутил, но я боюсь, что это можно будет использовать. Вот. Они мастера, кажется, в этом деле. Слушай, любую фразу резать и пускать. Английский блогер с говорящей фамилией Олег Геращенко даже задал вопрос Сергею Крикалеву. И Сергей Крикалев ответил, что Марк Ван де Хай будет возвращен вместе с нашими космонавтами. По плану это произойдет 30 марта. Что космонавты на МКС, несмотря на взаимные санкции стран, продолжают дружить, у них общение, взаимопомощь. Ну, на МКС, я уже говорил, там... Вот, собственно, что происходит на МКС. Спасибо нашим редакторам за такое замечательное фото. Видишь, как Ван де Хай держится, чтобы без него не улетели. Он в самом центре, да, действительно, как будто бы он боится, что его не возьмут. Это не так, еще раз напомню нашим зрителям. И это подтверждено многочисленными заявлениями госкорпорации Роскосмос. Марк Ван де Хай возвращается на Землю. Да. Слушай, давай теперь к реальным новостям. Мы из мира международной космонавтики перейдем. Как мы знаем, SpaceX возьмется за запуск спутников OneWeb, но ведь у SpaceX есть своя группировка космической связи, космического интернета Starlink. Вот зачем им конкурентов запускать? Ну, во-первых, могло британское правительство, которое инвестор OneWeb, попросить американское правительство, попросить Илона Маска. Во-вторых, все-таки у SpaceX гораздо более мощная группировка, чем у OneWeb. Наверное, они считают, что те не такие сильные конкуренты. Для меня гораздо грустнее в этом то, что как только российская компания перестает приниматься в расчет, уходит с рынка, мы видим, что, получается, нет конкурентов у SpaceX. Потому что иначе, зачем бы OneWeb кормить конкурента? Уж OneWeb-то точно неинтересно подкармливать, значит, SpaceX. Но больше некому было пойти. Вот. Ну что ж, будем тогда следить за дальнейшим развитием событий. А сейчас в большом космосе новости с космодрома Восточный. Давайте посмотрим. Стартовики Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры на площадке первого стартового комплекса «Союз-2» космодрома Восточный растянули 100-метровое полотно флага Российской Федерации. В акции поддержки также приняли участие сотрудники автотранспортного подразделения космодрома и жилищно-коммунального хозяйства. «22 марта ракета-носитель «Союз-2-1А» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником связи «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк. Со спутника была установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связи морским судам и самолетам ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. В
День космонавтики 12 апреля в Калуге состоится торжественное открытие международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». В конкурсную программу вошли больше 10 фильмов из разных стран. В нашей студии мы встретились с организаторами фестиваля. Приветствую, дорогие друзья, поклонники космоса. 12-16 апреля в Калуге состоится международный кинофестиваль о космосе под названием «Циолковский». Сегодня здесь вместе с нами Игорь Станиславович Прокопенко, программный директор кинофестиваля по документальному кино, и Ирина Сошникова, программный директор по художественному кино, короткому метру и анимации. Добрый день. Приветствуем вас в студии Роскосмос Медиа. В этом году я показываю фильм под названием «Константин Циолковский. Кто с нами делит Вселенную?» Через двоеточие или через... Через двоеточие, да. Потому что, как известно, Константин Циолковский был одним из тех ученых, крупных ученых, который считал, что мы во Вселенной не одиноки. А коль скоро существует такая аксиома, хочу сказать, что категории таких ученых там относятся не только Циолковский, но и Стивен Хокинг, допустим, да? И я вообще хочу сказать, что большинство известных больших ученых, в том числе космологов, физиков, ни один из них не отрицает существование неких иных миров, иных форм жизни, иных. Вы знаете, каждый из ученых, о которых я говорю, да, они утверждают, что иные формы существования во Вселенной есть, и они не подвергаются сомнениям по очень простой причине, по формальному признаку. Если мы принимаем за аксиому, что Вселенная бесконечна, да, более того, согласно последним открытиям, которые тоже являются как бы академически утвержденными, что существует бесконечное количество бесконечных вселенных, которое возникает бесконечное количество раз в бесконечной единице времени. Представляете, какой огромный объем бесконечности. И считать, что человек единственная разумная форма жизни в этой бесконечности, было бы большим пижонством, согласитесь. Да. Вот, поэтому. Дальше начинаются уже гипотезы, конечно. Вот. Но исходная точка зрения о том, что мы во Вселенной не одиноки, как форма жизни, она носит характер аксиомы, безусловно. Собственно, этому и посвящен фильм, в котором мы не высказываем никаких гипотез, в котором мы анализируем точки зрения ученых из самых разных сфер, которые по формальным признакам определяют, какими формы жизни могут существовать в зависимости от условий, которые уже нам понятны и известны, которые есть на тех или иных планетах или небесных телах. Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» продолжает выполнять научную программу в полном объеме. И это несмотря на отключение немецкой стороной телескопа Иерозита, созданного в институте Макса Планка. Николай Вдовин расскажет, как российские ученые обходят санкции в точке Лагранжа. Космическая рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» продолжает свою работу в штатном режиме, несмотря на отключение телескопа Иерозита по решению Германского центра авиации и космонавтики. За 2,5 года «Спектр-РГ» сделал 4 полных обзора неба, 5-й обзор был прерван при выполнении 38% от плана. В связи с этим российские ученые срочно сформировали новую программу для телескопа Артекси имени Павлинского. С середины марта мы начали программу, которая была запланирована примерно на 2024 год изначально. Это программа наблюдения наиболее интересных областей неба и точных объектов, для которых определяющим инструментом, ведущим инструментом является российский телескоп Артекси. Новая программа обзора включает в себя 4 больших задачи. Глубокий обзор галактической плоскости Млечного Пути, наблюдение наиболее интересных областей неба и объектов, транзиентных источников и миллисекундных пульсаров. И вот такие объекты мы сейчас будем смотреть, и более того, один из таких объектов мы уже отсмотрели в середине марта, практически сразу после проведенной коррекции.
Этот объект называется остаток вспышки сверхновой, очень энергичный. И его видели в мягких рентгеновских лучах, его видели и в жестких лучах, но без такого хорошего разрешения, как Артек-С. И впервые смогли в жестких рентгеновских лучах рассмотреть все детали, вот эту структуру морфологии, как вспыхнувшая сверхновая вот, сбросила с себя оболочку, как эта оболочка идет сквозь межзвездную среду, как она взаимодействует, какие там происходят процессы, ударные волны сталкиваются, потому что это очень красивая, ну, если так говорить эстетически, очень красивая картина. За 2,5 года работы ученые с помощью обсерватории «Спектр-РГ» сделали ряд важных открытий, наблюдая сверхскопления галактик, остатки сверхновых, приливных событий разрыва звезд с черными дырами, двойных звездных систем, корон звезд и других переменных источников, которые в течение времени меняют свою яркость. Ну, особенно коллеги, которые работают с данными Ерозита, российские ученые. Ведь телескоп Ерозита, как вы знаете, там данные были разделены пополам. То есть половина это относилась к немецким ученым, и с половиной данные работали, продолжают работать российские ученые. Поэтому накопленных данных, конечно, очень много, массив. И сейчас, ну, есть некоторое время как бы переосмыслить и провести более углубленный анализ того, что уже есть. То есть действительно данных огромное количество, и там, десятки, там, под сотни человек в России работают с этими данными. Но большинство людей все-таки понимает, что наука, она интернациональна. Мы продолжаем поддерживать, естественно, с ними отношения. То есть телескоп Ерозита, он не то что выключен, он находится в так называемом спящем режиме. И наши коллеги, они надеются, выражают такую, ну, надежду, будем так говорить, осторожную надежду, что все-таки через какое-то время ситуация нормализуется. В итоге в настоящее время «Спектр-РГ» временно переключился на выполнение второй задачи, которая изначально закладывалась после завершения 4-летней совместной программы обзора. Таким образом, этапы научной программы просто меняются местами. Время обзора «Объекты Вселенной в большом космосе» в студии Николай Вдовин. Коля, я тебе искренне завидую, тебе удалось пообщаться с такими интересными людьми в Институте космических исследований РАН, в котором ты был. Расскажи, пожалуйста, как атмосфера вот среди российских ученых-астрофизиков? Привет, да, ну все хорошо, все продолжается, реально поменяли местами просто научную программу, помимо того, что они нам рассказали, что они обнаружили сейчас сверхновую очень редкую, которую никогда не делали. Одна из важных задач у «Спектра-РГ», и в частности Артек-С, это долгая экспозиция Млечного Пути, плоскости Млечного Пути. Сейчас накапливается большая статистика по переменным объектам. Это различные, опять же, звезды с коронами, которые очень горячие. То есть Артек-С позволяет заглянуть за газ и пыль, которая не видна ни в другой, ни один телескоп, поэтому на другом краю галактики, что делается, наши ученые говорят, это прям сейчас шанс, и мы этим занимаемся. Вторая задача — это наблюдение миллисекундных пульсаров, то есть это остатки нейтронных звезд, которые, ну, помимо физических их свойств, есть еще новая задача — это космическое ориентирование, то есть наши будущие аппараты будут заниматься навигацией, вестись аппарат будет настолько точно, но все это будет происходить благодаря вот этим пульсарам. То есть это маяки во Вселенной, и наши российские ученые впервые придумали способ, как можно точно ориентировать космические Слушай, ну зрители корабли. большого космоса, наши астрофотографы, которые присылают тебе фотографии, они, конечно, так глубоко, наверное, им не удается заглянуть. Но что в этот раз у нас будет в астрофотографии? Ну, итак, первая фотография. Казалось бы, что здесь такого космического, да? Простой закат. Но это чуть-чуть необычный закат, ведь у нас неделя началась с весеннего равноденствия, эквинокс, так называемый, что с латыни переводится как экви — равнозначный, нокс — это ночь, то есть ночь и день, 12 часов ровно. В этот день как раз солнце встает исключительно точно на востоке, садится точно на Напомни, какого на числа западе. было у нас равноденствие? 20 марта. Ну, Это кстати, было госкорпорация воскресенье. Роскосмос, она каждый раз информирует о том, что у нас наступает день равноденствия, можно проследить всегда о том, когда это происходит. Да, еще информирует о том, что сейчас наиболее благоприятный период видимости Международной космической станции. Вот наш один подписчик, Максим Хисамульдинов из Таганрога. Это так близко, можно разглядеть МКС с помощью наземных средств обычных Ну бытовых? да, вот в том-то и дело, что этот снимок на самом деле потрясающий, потому что станция движется со скоростью летящего самолета на небе, плюс это ночь, плюс, ну, в общем-то, здесь разрешение, ты не можешь заранее настроить фокус телескопа, это надо все сделать
точно первый пролет, через 1,5 часа подождать, когда МКС будет еще раз, и сделать несколько кадров. Она пролетает, ну, буквально там за доли секунды, и ты отбираешь... Бауманцы уже на МКС на этой фотографии? Да. Вот, кстати, внизу пристыкован МС-21. То есть вот у меня записано: снимок сделан 21 марта в 19 часов 40 минут и 38 секунд. И давай еще по раз Москве. сделаем акцент для наших зрителей. Действительно, снимок сделан с земли. Да, из Таганрога. Обалдеть. Вот. И следующий снимок. Туманность розетка. Где-то я видел, мне кажется, эту фотографию. Да, наверное, не знаю, где ты мог видеть. Давай Наверное- приглядимся получше. Так. Наверное, ты мог видеть в новом телеграм-канале. Я вспомнил. Новый телеграм-канал руководителя пресс-службы госкорпорации Роскосмоса Дмитрия Струговца. «Закрытый космос». Закрытый космос, да. В общем, немного похвастаюсь. Этот снимок я сделал в это воскресенье. Первый мой Это снимок. твоя фотография? Да, через телескоп. Он сделан в городе Волоколамск, Подмосковье. Это туманность розетка, до нее 5000 световых лет. Протяженность этой туманности 100 световых лет. Но здесь у меня около 2,5 часов выдержки было. Вот, 2,5 часа потратить на Да, фотографию. накопление сигнала, можно увидеть темные волокна, пыли, газа. Ну, в общем, современные технологии позволяют людям уже даже у себя, не выходя из собственного двора, перемещаться на огромное расстояние в пространстве и времени. И на таком большом экране мы тем более это чувствуем. Да, интересно Ну что было ж, посмотреть. давай Спасибо. теперь наших зрителей погрузим в объекты Вселенной и увидим в эфире Большого космоса. Колдуэлла 59. Эта планетарная туманность расположена в созвездии Гидра. Британский астроном Уильям Гершель открыл ее в 1785 году. Планетарную туманность чаще всего называют призраком Юпитера из-за того, что ее угловой размер на небе совпадает с планетой Юпитер. Однако природа объектов абсолютно разная. До газового гиганта в нашей Солнечной системе около 40 световых минут, а до призрака Юпитера несколько тысяч световых лет. Этот объект в центре содержит звезду типа Белый карлик, светило, которое на заключительной стадии своей эволюции теряет массу и остывает, но все еще довольно горячий и яркий. Внутренние слои туманности сформировались всего около 1500 лет назад. Сбоку от туманности можно увидеть два джета, движущихся с огромной скоростью струй газа из полюсов звезды. Си-59 можно наблюдать в любительские инструменты. Хорошо заметная крупная голубовато-зеленая планетарная туманность — одна из самых ярких среди себе подобных, состоящая из округлого внешнего ореола и выделяющегося яркостью внутреннего эллиптического кольца, близкого по форме к человеческому глазу. Отсюда еще одно название Колдуэлла 59 — туманность глаз. Названы победители конкурса «Космический десант Роскосмоса» и МГТУ имени Баумана. Призеры побывали на космодроме Байконур и наблюдали старт космического корабля «Королев» с экипажем российских космонавтов, полностью состоящим из выпускников альма-матер легендарного конструктора. Юлия Дерябина расскажет историю космического десанта. Студенты целевого обучения Московского государственного технического университета имени Баумана, ставшие победителями конкурса «Космический десант», посетили комплекс Байконур. Конкурс среди студентов МГТУ имени Баумана, которые обучаются в ВУЗе по целевому направлению от предприятий ракетно-космической отрасли, был объявлен генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным 25 января 2022 года. В этом году на королевских чтениях объявили конкурс. Дмитрий Олегович сам участвовал. Называется он «Космический десант», в рамках которого было предложено совсем несложное задание. Значит, во-первых, это должны быть целевые студенты. Это наш основной фокус. Да, много студентов, которые учатся по общему образованию, да, по обыкновенному конкурсу, но для нас важны те люди, которые уже сейчас на скамье студенческой сделали выбор в пользу госкорпорации «Роскосмос».
МГТУ имени Баумана по праву считается кузницей кадров ракетно-космической отрасли нашей страны. Первый вуз, первый институт, где началась подготовка специалистов по космическим специальностям, была Бауманка. Сергей Павлович Королев сам лично написал 7 лекций и одну из них прочитал. Вот с этого началось, во-первых, наше движение в сторону космоса, и с этого начались все наши дела по совместной работе с космической отраслью. Спасибо вам за участие. Поздравляем с победой. Без выпускников МГТУ имени Баумана вряд ли возможно наше технологическое, техническое процветание, наше будущее. Поэтому хочется сказать выпускникам и студентам, что вы наши специалисты, вы наше будущее, на которых мы будем опираться в следующие годы. В конкурсе приняли участие 250 студентов-целевиков. Победители были определены из числа 15 финалистов, 8 из которых – молодые студенты и работники Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Еще до поездки на Байконур студенты также посетили Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и головные предприятия Роскосмоса. Победителями конкурса «Космический десант» были определены 5 студентов. Именно они побывали на космодроме Байконур и своими глазами увидели запуск пилотируемого корабля «Королев», экипаж которого полностью состоял из выпускников легендарного МГТУ имени Баумана. Эта поездка познакомила со многими людьми, которые помогли скорректировать вектор направления в профессиональной деятельности. То есть помимо экскурсий, всего того, что нам показали, результаты инженерной деятельности, мы еще обзавелись хорошими связями, скажем так, которые могли бы в будущем как-то направить нас по деятельности. В Музее истории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева прошла экскурсия для школьников, организованная госкорпорацией «Роскосмос». Первый автомобиль с конвейера завода в Филях должен был сойти в августе 1917 года. Музейный фонд предприятия собирался более 50 лет. Школьникам рассказали о вековой истории предприятия и этапах его развития, начиная от автомобильного производства и заканчивая современными ракетами космического назначения. Сверхтяжелого класса «Ангара-7» до 35 тонн. Сюжет о прошедшем мероприятии смотрите в следующем выпуске программы «Большой космос». На сегодня это все. Спасибо вам большое за внимание и до встречи в Большом космосе.